Звезды корейской сцены и кино кажутся нам далекими, но на самом деле именно фанаты делают их сильнее. Каждый айдол и актер понимает, что без поддержки поклонников не было бы ни славы, ни успеха. Сегодня мы вспомним реальные истории, когда знаменитости проявили искреннюю любовь и заботу о своих фанатах. Эти моменты стали доказательством. Настоящая популярность строится не только на таланте, но и на человеческом сердце. IU. Забота в холодный день. IU давно называют народной певицей Кореи, и причина не только в ее голосе. Она всегда ставит своих поклонников выше собственных удобств. На одном фан-встрече фанаты ждали ее много часов на улице. Погода была холодной, многие замерзли, но никто не уходил, потому что хотели увидеть любимую певицу хотя бы на несколько минут. Когда IU узнала об этом, она не осталась равнодушной. Она заказала горячие напитки и еду для сотен поклонников и лично вышла, чтобы помочь раздать все своими руками. Для многих это стало шоком. Ни менеджеры, ни сотрудники агентства, а сама певица подходила к людям, улыбалась и благодарила за ожидание. Фанаты до слез вспоминали этот момент, потому что почувствовали, IU не смотрит на них сверху, она относится к ним как к друзьям. Этот поступок стал настоящим символом ее характера. Доброта и человечность важнее, чем статус суперзвезды. И именно поэтому ее называют одной из самых любимых артисток Кореи. Чинхо из ATEEZ. Пальто ради фаната. ATEEZ известны своей мощной энергией на сцене, но за пределами выступлений участники остаются простыми и искренними людьми. Особенно Чинхо, который неоднократно показывал, насколько сильно он ценит своих поклонников. Во время одной фан-встречи зимой погода была очень холодной. Фанаты ждали на улице, чтобы хотя бы несколько минут провести рядом со своими кумирами. Среди них Чинхо заметил девушку, которая дрожала от холода и прижимала к себе тонкую куртку. Не задумываясь ни секунды, он снял свое пальто и накинул его на фанатку. Этот жест вызвал бурю эмоций у всех присутствующих. Кто-то плакал, кто-то снимал на видео, а кто-то просто стоял в шоке от его поступка. Для Чинхо это был естественный шаг. Он понимал, что без поддержки этих людей его сцена, его песни и его успех не имели бы смысла. Этот момент мгновенно разлетелся по интернету и стал символом того, что настоящая популярность не отдаляет звезду от фанатов, а, наоборот, делает его ближе. Фанаты до сих пор рассказывают эту историю как пример того, что айдол может быть не только артистом, но и другом, который готов поделиться самым ценным – теплом и заботой. BTS. Здоровье армия важнее концерта. BTS – это группа, которая стала символом мировой музыки. Но самое ценное в их карьере – это отношение к армии, фанатам, которые сопровождают их с первых дней. Для участников группы поклонники – это не просто публика, а настоящая семья. Однажды во время концерта в Сеуле случился момент, который до сих пор вспоминают фанаты. Огромный стадион, тысячи людей, свет и музыка, и вдруг одному поклоннику стало плохо из-за духоты и жары. Тысячи глаз были прикованы к сцене, но именно Джей Хоуп заметил проблему. Он тут же прервал выступление и позвал охрану и медицинскую помощь. Музыка остановилась, участники переживали вместе со всеми, пока не убедились, что человек в безопасности. После этого концерта BTS сказали слова, которые стали легендарными: «Армия – это наш 8-й участник. Без вас мы – ничто. Ваше здоровье и счастье для нас важнее любой сцены». Эти слова растрогали фанатов до слез, ведь они увидели, что кумиры не отделяют себя от людей в зале, а считают их частью своей команды. Этот случай доказал простую истину: величие BTS строится не только на рекордах и наградах, но и на умении ценить каждого фаната, даже в толпе тысяч. Именно поэтому связь между группой и армией стала примером для всего мира. Пак Бо Гум. Письма от сердца. Пак Бо Гум давно известен в Корее как актер с теплым сердцем. Его искренность и уважение к поклонникам стали частью его имиджа.
Но за этими словами стоят реальные поступки, которые навсегда остались в памяти фанатов. На одной фан-встрече он подготовил особенный сюрприз. Вместо того, чтобы ограничиться улыбками и автографами, актер заранее написал десятки писем от руки. В каждом письме были слова благодарности, добрые пожелания и личные обращения. Когда он вручал их поклонникам, многие не сдерживали слез, потому что понимали, это не штампованный текст, а настоящая искренняя работа души. Некоторым он даже дарил небольшие подарки, купленные им самим. Эти вещи не имели большой материальной ценности, но становились бесценными в сердцах людей. Поклонники позже рассказывали, что чувствовали себя не просто зрителями, а близкими людьми для актера. История с письмами быстро разлетелась по корейским СМИ и соцсетям, закрепив за Пак Бо Гомом репутацию человека, который никогда не ставит карьеру выше человеческих отношений. Его поступок напомнил всем, уважение к фанатам – это не обязанность, а выбор, который делает артист. И именно этот выбор превращает популярность в настоящую любовь. Чха Ин-у – уважение к каждому фанату. Чха Ин-у из группы Астра давно стал символом не только внешней красоты, но и искреннего характера. Его называют идеальным айдолом, и во многом это связано с его отношением к поклонникам. Он никогда не оставляет фанатов без внимания, даже когда график расписан по минутам. На одном из фан-митингов в Сеуле он доказал это особенно ярко. По расписанию встреча должна была завершиться через 2 часа, но пришло так много людей, что организаторы просили ускорить процесс. Однако Чха Ин-у отказался поддаваться давлению. Он сказал, что каждый, кто пришел, ждал этого момента, и он не имеет права обойтись с фанатами формально. В итоге встреча затянулась почти на 2 дополнительных часа. Чха Ин-у лично смотрел в глаза каждому, улыбался, здоровался, благодарил и пытался уделить хотя бы немного времени каждому человеку. Даже когда он был явно уставшим после съемок дорамы, он продолжал держать себя в руках, сохраняя ту же теплоту и искренность. Эта история быстро разошлась в интернете. Фанаты делились эмоциями. Он не просто айдол, он друг, который уважает нас так же, как мы уважаем его. Этот случай стал примером того, что истинное величие артиста проявляется не на сцене, а в том, как он относится к самым простым и важным людям, своим поклонникам. Суха из EXO. Слезы благодарности. EXO – одна из самых легендарных групп Кореи, а их лидер Суха всегда считался человеком с особым чувством ответственности. Для него EXO-L, официальное фан-сообщество группы, это не просто публика, а сила, которая помогает ему идти вперед. Во время одного крупного концерта фанаты подготовили особенный сюрприз. В тот момент, когда Суха вышел на сцену, весь зал поднял светящиеся баннеры с надписью «Мы всегда будем рядом». Для артиста это был момент, когда тысячи голосов и сердец объединились в одно. Суха не смог сдержать эмоций. Прямо на сцене он заплакал и сказал слова, которые стали символом его отношения к поклонникам: «Я живу ради вас. Вы – причина моего существования». В тот вечер он не просто благодарил, он открыто признался, что именно фанаты делают его сильным, что без их веры и поддержки он не смог бы справиться с трудностями карьеры. Эти слезы не были слабостью, наоборот, они стали знаком настоящей силы. Суха показал, что лидерство – это не холодная строгость, а умение быть честным и уязвимым перед теми, кто всегда рядом. И именно за эту искренность фанаты и EXO любят его еще больше. Хван Мин Хён. Послание на память. Хван Мин Хён, известный как участник группы One Rwan, всегда выделялся своей скромностью и внимательностью. Он не относится к числу артистов, которые ограничиваются дежурными словами благодарности. Для него каждый фанат – это личная история и поддержка, которой он дорожит. На фан-встречах он часто удивлял поклонников необычным жестом. Он возвращал подарки, которые ему дарили, но не просто так. Он оставлял на них автограф и добавлял короткое личное послание.
Для фанатов это было невероятно трогательно, ведь они чувствовали, что их подарок действительно был принят и получил особое значение. Однажды девушка поделилась в сети своей историей. Она подарила Мин Хёну небольшой аксессуар и не ждала, что артист обратит на это внимание. Но через время она получила его обратно, с подписью и словами «Спасибо, что поддерживаешь меня даже в трудные времена». Эти простые фразы произвели сильнее впечатление, чем любые дорогие вещи, потому что в них была настоящая искренность. Фанаты говорят, что именно такие поступки делают Мин Хёна особенным. Его уважение выражается не в масштабе жестов, а в деталях, которые запоминаются на всю жизнь. И в этом заключается его сила. Он напоминает каждому, что артист и фанат связаны не славой и сценой, а искренними человеческими чувствами. Эти истории доказывают, настоящая звезда – это не только сцена, музыка или съемки в дорамах. Настоящая звезда – это сердце, которое умеет благодарить и ценить тех, кто всегда рядом. IU, Чинхо, BTS, Пак Бо Гум, Чха Ин-у, Суха и Хван Мин Хён показали, что любовь к фанатам выражается не в словах, а в поступках. Каждый из них напомнил нам, уважение и забота – это то, что делает артиста по-настоящему великим. А теперь вопрос к вам, зрители. Какая из этих историй тронула вас больше всего? И кто, по вашему мнению, лучше всех относится к своим фанатам? Напишите свое мнение в комментариях и не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить новые истории о ваших любимых звездах. Ваша поддержка – это наша главная мотивация –